Зеленский заговорил об уничтожении россиян на территории Украины и призвал НАТО вступить в воздушный бой над западной частью страны. Поход ВСУ на Москву, призыв не останавливаться на границах 91 года, откуда брать силы и что ответили в российской столице. Удар Запада по российской авиации, экстренное решение и заявление из Чехии, что происходит. Языковой скандал в поезде на Львов, как реагируют соцсети на перепалку во время поездки на запад страны. Выстрел в ногу. Молодые украинские парни едут за границу. В Киеве заявляют о тяжелой ситуации для государства и будущей перспективе принятия мигрантов из стран Азии. Детали. Президент отвергает капитуляцию. Ташкент обратился к Киеву, а в Госдуме сделали новое резкое заявление о трудовых мигрантах и их семьях в России. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку, как всегда, буду благодарен. Спасибо вам за поддержку. Время начать. И начну с очередного языкового скандала в Украине. Украинские паблики массово тиражируют видео, снятое, как утверждается, в поезде, который следовал во Львов. Пара молодых людей разговаривала на русском. Это не понравилось пассажирке на верхней полке. Она включила телефон и решила заснять, как делает молодым людям замечания. Женщине, в частности, не понравилось, что ребята едут во Львов и разговаривают на русском. Она задает им вопрос: «Вы едете во Львов блевать на русском?» И уточняет, что, говоря на русском, они русифицируют окружающих. А ви їдете, скажіть, будь ласка, куди? А чому ви російською розмовляєте? Що ви в Росію їдете? Ну, тут україномовні люди, це неприємно чути. Не давайте, ви зросійщуєте дітей, котрі поруч. Чому ви не мають чути російську мову? Розмовляйте вдома, щоб вас не чули. І ви їдете у Львів ригати російською? Так, їдемо у Львов ригати російською. Ну це там не потрібно. Ви їдете додому, в Росію. Я вас попередила, мені неприємно чути москальське. Мені неприємно чути москальську. А я вам повторюю, мені неприємно чути москальську. Я не до вас додому прийшла. Поважайте українців, серед яких ви Добре? Отмечу, что только лишь в одном телеграм-канале этот диалог собрал более 10 тысяч реакций клоуны, втрое меньше одобрительных лайков. В комментариях, конечно же, настоящая война. Есть те, кто защищает женщину, а есть те, кто критикует молодежь. Молодые украинцы стремительно выезжают из страны после того, как Зеленский открыл границы. О том, что это выстрел себе в ногу, пишет немецкая пресса. Издание уточняет, что молодые люди воспользовались этим шансом, чтобы в дальнейшем, вероятно, не попасть на фронт. При этом выезд молодежи за границу критикует оппозиция. В статье приводятся слова эксперта по вопросам обороны и народного депутата Романа Костенко, который и называет это событие выстрелом себе в ногу в условиях, когда украинской армии не хватает молодой крови, так как в пехоте ВСУ уже средний возраст 40 лет. Пока не ясно, замедлится ли волна выезда 17-летних. Первые последствия этого эксперимента вызывают беспокойство. В первые дни после принятия решения украинская пограничная служба сообщила, что количество пересечений границы не изменилось. Однако теперь границу, например, с Польшей, молодые мужчины соответствующего возраста пересекают в 12 раз чаще, чем раньше. Кроме того, среди молодых мужчин в Украине наблюдается настоящая волна увольнений. Зеленский же накануне заявил, что решение разрешить выезд за границу парням в возрасте от 18 до 22 лет было продиктовано в частности стремлением сделать так, чтобы как можно больше молодежи заканчивала школу в Украине. Ведь ранее родители вывозили сыновей, не давая им возможности окончить школу в Украине. Выезд молодых людей назвал плохим событием для государства и бывший министр иностранных дел Украины Кулеба. Он уточнил, что уже вернулся в Киев после резонансной статьи в западной прессе о его выезде за границу и уже находясь в украинской столице дал понять: в стране много пенсионеров и мало молодежи, которая по сути должна быть движущей силой для экономики, а поэтому Украине рано или поздно придется открыть двери для мигрантов из стран Азии. Давайте послушаем. Поэтому ничего хорошего в плане населения у нас не будет. Негативные тенденции. Они у нас были и до войны, худшие в Европе. Никто уже нигде в мире не хочет рожать. Поэтому нам придется открывать страну для миграции: Пакистан, Непал, Индия, Филиппины, Вьетнам. И они с удовольствием приедут. Впереди очень тяжелые времена, но я спокоен, потому что вижу, что в стране достаточно людей, которым она нужна. В
В Германии рейтинг канцлера Мерца продолжает стремительно падать. Согласно свежему соцопросу для Bild, 62% немцев оценивают работу Мерца отрицательно, тогда как довольны его деятельностью лишь 26% респондентов. В июне Мерц на короткое время смог показать рост доверия, но с тех пор ему доверяют все меньше и меньше граждан, пишет Bild. Падение затрагивает и правящую коалицию. Более 60% немцев недовольны работой правительства ХДС, ХСС и СДПГ. Удовлетворены лишь 23%. Это также исторический минимум с момента формирования кабинета. По сравнению с последним опросом от 9 сентября 2025 года видно, общий настрой населения не изменился в положительную сторону. Напротив, доля недовольных продолжает расти. Для большой коалиции эти результаты – сигнал тревоги. То, что недовольство стабильно сохраняется на таком высоком уровне, показывает, правительство пока не нашло способа вернуть доверие избирателей. А немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» или же АДГ уже в лидерах. В последнем опросе института Инса для издания Bild правая популистская партия АДГ вышла вперед, набрав 26%, добавив 1% по сравнению с прошлым замером. Это ее рекордный результат за все время исследований Инса. Союз ХДС-ХСС остался на уровне 25% и уступил лидерство крупнейшей оппозиционной партии. Трамп бросает Европу. В последние недели он в основном отошел от дипломатии, пишет Рейтер. Он сдержанно отреагировал на события в Европе, речь о самолетах в Эстонии и дронах в Польше. Вместо этого Трамп позволил, а в некоторых случаях подтолкнул союзников взять инициативу на себя, обещая Европе лишь отдаленную помощь США. Сторонники Трампа утверждают, что он лишь требует от Европы защищать собственную безопасность. Однако некоторые дипломаты усматривают в этом ловушку. Такие меры трудно оперативно провести через бюрократию ЕС, особенно учитывая, что блок предпочитает санкции тарифам. Два старших европейских дипломата в Вашингтоне также отметили, что недавно Трамп говорил о снижении торговых барьеров с Индией. Тем временем словацкий премьер Фица еще раз выступил против предоставления военной помощи Украине. Он напомнил о деле экс-министра обороны Словакии Надя, которого обвиняют в незаконной передаче Киеву истребителей МиГ-29. Базовая безопасность Словакии рухнула. Далее цитата Фица из-за глупости министра. Конец цитаты. Господин Надь будет кричать: «Кто отдал Украине С-300?» И сегодня нам приходится покупать систему защиты за 600 миллионов израильских шекелей. Потому что да, это правда. Если бы сюда пролетели какие-нибудь беспилотники, или атомная электростанция в Амаховце или в Ясловских Бокуницах нуждалась бы в защите, у нас бы ничего не было. Была даже возможность продемонстрировать функциональность МиГ-29. Мы могли бы сэкономить. Но, конечно, все было роздано. Путин почувствовал бездеятельность и бесхребетность американского президента и будет делать так, чтобы Украина пошла на переговоры на условиях Москвы. Россия продолжит наносить ракетные и дроновые удары, полагая, что Трамп вряд ли предпримет значительные меры для укрепления обороны Киева, а признаки сдержанности со стороны Вашингтона подбадривают Путина. Об этом говорится в материале уже издания Bloomberg. Президент Владимир Путин решил, что военная эскалация – лучший способ заставить Украину вести переговоры на его условиях, и что Дональд Трамп вряд ли предпримет значительные меры для укрепления обороны Киева, сообщают источники, близкие к Кремлю. Издание напоминает, что такую стратегию приняла Россия после того, как Зеленский отказался отдавать Донбасс. При этом Bloomberg также пишет, что сейчас Путин следит за войной Нетаньяху в Газе и считает кампанию Израиля более жестокой, чем российско-украинскую войну. К тому же, как утверждают источники издания, война Нетаньяху, далее цитата, в целом принимается Америкой, что подрывает ее критику в адрес Москвы. Зеленский при этом накануне призвал Европу вступить в воздушный бой. Он считает, что Польша и Румыния могли бы спокойно сбивать дроны России над Украиной. Силы НАТО, по словам Зеленского, могли бы прикрыть запад Украины. Кроме того, в Киеве заявили, что будут уничтожены не только дроны России, но и россияне на фронте в районе Купянска. В районе Купянска продолжаются ожесточенные бои. Там сосредоточены соответствующие силы. У нас там действуют мощные подразделения, которые уничтожают российских военных, сосредоточенных в этом районе и пытающихся продвигаться. Внутри города проводятся контрдиверсионные мероприятия. Наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены. Отмечу, при этом российская сторона накануне заявляла о продвижении ВС РФ в Днепропетровской области и взятии под свой контроль населенного пункта Березовое. Украинская сторона этого официально не подтверждала, а на картах мониторингового канала Deep State населенный пункт находится в серой зоне.
Эстония хочет закрыть восточную границу после того, как заявила о нарушении воздушного пространства российскими МИГами. Об этом сообщают эстонские СМИ. При этом в МИД Эстонии опубликовали карту, на которой, как утверждается, изображен маршрут российских истребителей. Нарушение произошло над Финским заливом, отметили в МИД. Карта была опубликована после того, как в российском Минобороны заявили, что самолеты не нарушали воздушных границ Эстонии, а двигались согласно установленному маршруту и за пределами чужого воздушного пространства. При этом, отмечу, за последние сутки прозвучало уже как минимум 2 заявления о необходимости сбивать российские самолеты. Первое была министр обороны Литвы, а накануне такой вариант допустил и президент Чехии Петр Павел. Он считает, что Россия тестирует устойчивость НАТО и решимость защищаться, а поэтому надо реагировать военными средствами. Я должен назвать это чрезвычайно безответственным поведением, потому что нарушение воздушного пространства является основанием для активации оборонительных механизмов, а значит, для сбития такого самолета. И это, конечно, никому не нужно. Ни с нашей стороны, ни с российской. В России успели прокомментировать лишь заявление министра обороны Литвы Шакаления. В МИД РФ после ее слов о необходимости сбивать российские самолеты пожелали Шакаления реализоваться по специальности магистра юридической психологии. Выход ВСУ на границе 1991 года и возвращение под контроль Украины всех территорий, которые сейчас находятся под контролем России, не решает ключевых угроз, которые идут из Москвы. В этом уверен бывший президент Украины Виктор Ющенко. Его резонансное заявление сейчас активно обсуждают как в Украине, так и в России. Ющенко считает, что вооруженным силам Украины надо идти на Москву. Давайте послушаем. Кто-то говорит: давайте до хутора Михайловского. А я говорю: это и все? И вы считаете, что если вы выйдете к границам 91 года, то вы честно отвечаете на формулу победы? Вы лукавите. На самом деле вы оставляете самую большую проблему своим детям и внукам. То есть идти на Москву. На Москву. Да, на Москву. Я уточню. Легче говорить о том, о чем можно говорить сегодня. Ни один человек в мире, ни одна национальность, ни одно государство не могут жить спокойно в плане своей безопасности, пока существует московский путинский режим. На вопрос, где брать силы для такого похода на Москву, Ющенко вспомнил афганскую и вьетнамскую войны, а также 300 спартанцев, а после заявил, что любого противника пугает национальная солидарность. В России же заявили, что за заявлениями Ющенко стоит его супруга Кэтрин Клэр Чумаченко, вспомнив при этом историю ее семьи. После Германии семья оказалась в США, где влилась в ряды украинских националистов. Украинцы, как миролюбивая, работящая нация, Западу не нужна. Нужны астарбайтеры, либо трупы. Вот они и реализуют эту концепцию. Узбекистан призвал своих граждан не ездить в Украину. Официальный Ташкент впервые отреагировал на громкое дело. Нота направлена в Министерство иностранных дел и офис генпрокурора. В МИД Узбекистана говорят, что держат руку на пульсе в деле о 13 гражданах Узбекистана, которые оказались в рабстве у китайцев, украинки и также гражданина Узбекистана на предприятии под Киевом. В официальном сообщении МИД Узбекистана говорится, что освобожденные находятся в больнице. Все они прошли медпроверку. Посольство продолжает принимать все необходимые меры для защиты прав и интересов наших граждан, оказания им всесторонней помощи и восстановления их законных прав. В свою очередь, в связи с наблюдением в Украине ситуаций, которые могут представлять угрозу для жизни, рекомендуем гражданам Узбекистана учитывать свою безопасность и на данный момент воздержаться от планирования поездок в эту страну. Напомню, что пару дней назад в Киевской области задержали целую группу людей, которая заманивала узбекистанцев якобы на хорошую работу, а после превращала их в невольников. Условия были настолько суровыми, что узбекистанцам разрешалось ходить в туалет исключительно по графику. Отработали и вон из России. В Российской Госдуме призывают мигрантов, которые приехали в РФ на заработки, не привозить свои семьи в Россию. На сей раз это предложение поддержал спикер Госдумы Володин. Действительно, если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди работать в страну, отработали, уехали. Причем здесь семьи, дети, там уже другие требования, поэтому очень
правильно то, что наконец-то профильное министерство свою позицию сформулировало, и мы ее будем поддерживать и разделять. Напомню, таким образом в РФ пытаются усилить контроль за мигрантами и, как заявляется, повысить уровень безопасности в стране. Менее месяца назад в Госдуму внесли законопроект о запрете на въезд в Россию семей мигрантов. По мнению депутатов, это также позволит уменьшить бюджетные расходы на образование, здравоохранение и соцобеспечение. Исключение составят граждане Беларуси, сказано в документе. Трамп на грани срыва из-за Нетаньяху. Президент США назвал нападение Хамас на Израиль 7 октября 2023 года геноцидом высшего уровня и заявил, что доклад, в котором ООН обвиняет Израиль в геноциде по отношению к Газе, он еще не читал. Я этого не видел. Я смотрю на это иначе. Но разве 7 октября не был совершен геноцид? Что вы об этом думаете? На мой взгляд, это был геноцид в высшей степени. Несмотря на публичную поддержку Нетаньяху, Трамп явно раздражен действиями израильского союзника, пишет Wall Street Journal. Однако раздражение президента не выливается в реальное давление на Иерусалим, говорится в материале. Вместо этого он наблюдает, как Израиль разворачивает массированное наступление на Газу и как тают шансы на мирное соглашение, к которому он стремится. Американский президент отвергает вариант капитуляции. Друзья, на этом все. Спасибо вам, как всегда, за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поддержать меня лайком. Я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.